Есть сталый побыт. Ура! Ой, все файне элегантно. Сашка вообще зажрался. Говорит, буду дома носить Timberland. Настя, уа! Хотя мы подумали, если он нас спросит, нам есть на что пожаловаться. Очередная распаковка с Best Secret. Нам почему-то пришла вот такая коробка, представляете? Ну, нам принес курьер. Она была, тут-то была целая, Да. вот это было содрано. Дырка. Сказали, проверьте, все ли на месте, но все на месте. Сашка, я смотрю, себе сказал майку Timberland. Вот такую. Давай раскроем. Сашка вообще зажрался. Говорит, буду дома носить Timberland. Вот она, губа не дура. Она, кажется, треснула. Саш, губа твоя треснула. Он сейчас не хочет сниматься, но у него не губа треснула, не знаю, простуда выскочила. Он пастой намазал, и вот как раз это... Сашка, спасибо. Но я же не показала. Обиделся. Но я не показываю, Сашка. Ну вот, короче, вот такая майка. Ему не понравилось, что сзади есть рисунок. Ну, нормально с чупсиком выйти погулять. Нормальная майка. Слушай, зажрался реально. Timberland дома носить. Балдеж. Так, ладно, майка классная. Оставляем, не? И сумка на подарок. Мы уезжаем встречаться с родителями. Раскроешь, Сашка? Родителям мы уже заказали сумки, а это для тети. Сумку заказали, ну, такую, тоже она кожаная. Такая. Но она сама выбирала. Мы отправляли там картинки разные. Какую хочешь, такую выбирай. И вот она выбрала вот себе такую из Флоренции, ребзем. Сделано во Флоренции. Made in Italy. Ну, тоже захотели вот такую. Нам-то все равно. Нам главное подарок привезти. Ну, так вообще качественная, такая приятная. Фурнитура такая классная. У нас столько сумок будет вести. У нас будет чемодан полностью в сумках. Слушайте, прям очень приятная сумка. Тут вот есть ремешок такой. Она кожаная и такого хорошего качества. Итальянцы умеют делать сумки, наверное. Ну, сначала китайцы. Ну, написано Italy. Ну, в Италии ее там Ну, и китайцы последние делают. штрихи сделали и написали. Не, ну нормальная, хорошая, мне нравится. А, еще вот такая вот эмблемка. Есть. Вот. Такие штучки красивые. Всем привет! Привет. Так, мы едем забирать наконец-таки нашу машину. Ребята, мы ее ждали 1,5 недели. Потому что мы ее дали перед тем, как Саша уехал в свою командировку. Нам обещали ее дать в понедельник, сегодня уже вторник. Короче, они нам задержали, но в итоге сделали. Мы отдавали, чтобы нам сделали там, что фара перестала гореть, лампочки нам горели, не знаю. Вот, и мы заказали такси. На такси ехать, ребят, 12 злотых. А туда ехать на общественном транспорте 11,60. Поэтому мы решили ехать на такси. Сашка, смотрите, в новой джинсовке, в новой майке. Такой красавчик. Чупсик остается дома нас ждать. А мы привезем нашу ласточку домой. Наверное, еще за продуктами надо заехать, потому что у нас ничего нету. Ну, ничего нету, в смысле нашей ежедневной еды нашей нету. Посмотрите, какой Сашка, весь такой на брендах, такой деловой. И я обычная. Приехали с Сашкой в этот офис, где электрики сидят. Ехали на такси, такой дядечка разговорчивый. Скучно понарассказывал. Так выглядит. Столько фар много. Короче, все, сейчас идем забирать нашу машину. И нам сказали, что там попала влага. А мы думали, что перегорели лампочки. Там на платье проблемы, видимо, была. Ну. И я так понимаю, что это... Когда мы отдавали электрику на переделку, он нам сразу не понравился, потому что он тупень оказался. Это и не мы... он переделал. А кто? Другой. Это Другой. не лампы, а электрик. Это другой. Ой, короче, никому нельзя доверять. Ладно, уже все. Самое главное забрали. Знаете, вот я сейчас подумала, что когда привыкаешь уже к машине, хотя мы очень многое время жили без машины и привыкали ездить на общественном транспорте, и вот тут мы не были, получается, где-то 1,5 недели без машины, и так было грустно, и мы все откладывали. Ну вот получим машину,
И потом поедем по своим делам. Вот все откладывалось на потом. Скажи, Сашок, а тебе как? Ну, Все там Сашка теперь будет регулировать на свое место, да? Ты все поправили. Короче, мы проверили, пара работает. Ой, все файн, элегантно, надеюсь. А мы когда ехали застегнуться. Мы когда ехали, водитель такси говорит, у вас Рено? Говорит, она постоянно ломается. Он сказал, что они с женой обсуждали, что если он еще одну машину купит жене, и она будет Рено, то она с ним разведется. Типа он намекает, наверное, на то, что Рено часто ломаются или что-то такое, да? Он говорит, ну Форд хорошая машина, ну хер его знает. Хорошая, нехорошая, но я надеюсь, что наша крошка нас не подведет. Поехали. Ну все, мы приехали уже домой, с машиной вроде все нормально, лампа работает, слава богу. Все, что мы оставляли на потом, это наш закуп. И плюс пришли еще посылки, кое-что интересное купили. Хочу показать. Мы же готовимся к поездке, поэтому тут кое-что есть для поездки. Это салат, это мы на утро. Наши любимые сырки. Вкусные литовские палецавые. это самые близкие, самые по вкусу и по качеству к белорусским. Мне они напомнили прям. Поэтому... Потому что были в Лидле магия. Они не такие классные для меня. А эти прям вкусненькие. А эти супер. Именно шоколадные, не? Прикольно. Ну и вторые тоже, но Да. шоколадные лучше, наверное. Вот, взяли помидорки. Короче, сырки полетят. Взяли боровки 300 грамм. Вот. Взяли польских. Сейчас была в Бедронке промоция. 20% скидка на конфеты до 2 килограмм. И мы вот на подарок взяли такие... Ну, хотела что-то польское. Там, знаете, родственникам раздать. Это принц Пола польские. Наши самые любимые вафельки. Вообще вафельки это балдеж. Посмотрите, дубайские конфеты. Это прям быстренько. Мне очень интересно на вкус. Ну, дубайские конфеты. Это обман. На. Это очень вкусно. Но нету вот этого кадаифи. Это обман. Ну, вкусно, сладко, но не по-лицам. Ну, типа фисташка. Ну, фисташковый такой вкус, но... И хрустящая, но не то. Ну, оно хрустящее, но нету вот этого кадаифи, которого я ожидала. Сашка взял такой йогурт какой-то кофейный. Потом еще одни помидорки черри. Мы черри едим, потому что они сладкие. Потом хумус. Это все на завтрак. Сашин любимый творожок. Он ест только его. Сметанка огромная. Без сметаны мы не можем жить. Потом две намазки тоже утренние. Огурцы грилевые. Но мы взяли очень мало, 5 штучек, потому что мы завтра хотим на рынок поехать и там купить огурцов, возможно, клубники, яблоки, возможно, все, что там будет, возможно, купить. И, ребята, почти кило 300? Да. Кило 300 самых любимых вкуснючных конфет. Но вот таких конфет раздать. Во-первых, они вкусные, это сливки. Во-вторых, там прямо находится внутри такой чернослив, и он такой сочный, вкусный, и сам шоколад вкусный. Вот, знаете, с кофечком такую конфету бахнуть. Поэтому мы взяли вот такие конфеты. Это все на раздачу. У нас еще посылка. Ну, посылку я чуть позже раскрою. Утром Саша ест батон, а я ем хлебцы. Это мы принесли... Ну, это их 12 штук. Мы 12 штук купили молока, это мы принесли домой. О, ребята! Это пенка от Росмана. Пенка под прыщниц. И такой классно взбалтываешь. Так на руку и моешься. И такое тело потом так пахнет вкусно. Но я пользовалась синей пенкой. Синяя упаковка была. А сейчас какая-то новая желтая. Ну, вот, короче, решила попробовать купить. Но вот синяя всегда sold out. Ее нет. Это для гигиены зубов. Вы сами знаете, ворки на мусор. Это с Алиэкспресса. Ссылка. Блин, вот вы посмотрите, пакет в пакете. Тут еще что-то.
И тут основная. О, это для моего маникюра. Это эти пуфики, пафики. Это чтобы полировку ногтей делать. Моя, они очень быстро стираются. Вообще мне не понравилось. Я, короче, с Алиэкспресса решила много купить. Вторая посылка. О, это я уже второй тюбик покупаю. Это для роста бровей и ресниц. Работает отлично. Мне очень нравится. Моя закончилась немножко. Она, правда, разлилась. Я случайно ее разлила половинку. Ну, я, короче, заказала вторую. Она вроде недорогая. Еще я заказала вот такую лампу. Это я хотела делать маникюрс. Гель-лак тоже заказала с Китая. И буду потом насветлять. Хочу попробовать. О, смотрите. Это на чемодан. Это маечка на чемодан. Такой кролик Бодик. забавный. Реально бодик. Прикольно, нет? Кстати, очень плотного, хорошего качества. Еще нам в Беларуси попросили заказать таблетки. И мы вот заказали таблетки. Тоже на Беларусь будем передавать как раз. Вот такие флибоди. Ой, такие флибоди. Они тут намного дешевле. И мы купили сразу 6. Короче, тут много, 6 упаковок. Передадим. Ну и Саша до бесплатной доставки от горла какую-то фигню сказал. От кашля. Ну вот и все. Такая распаковка. Вот наш чемоданчик. Сейчас померяем, вместится ли эта майка. Натиснешь, он вообще... Ой, блин, такой прикольный принт. Блин, она большая. Выглядит как будто огромный. Вообще идеально. Идеально по размеру. Ну и все, тогда вообще балдеж. Потому что, знаете, есть же всякие в аэропорту такие услуги, где перетягивают такой пленкой. Ну, ты знаешь, Саша, о чем я говорю. Да, нам это еще будет купить бесценную. Да, в экшен поедем. Вообще хорошо. Лучше, чем... Да. А мы подумали, что лучше вот такие чехлы, тем более, блин, ну такой принт балдежный. Кролик пытается забраться. И в аэропорту постоянно же швыряют эти чемоданы, а хочется, чтобы он доехал в целости и неповредимости, потому что там будут всякие подарочки, ну, сами понимаете. А, смотри, тут замок. Ну, это если Угу. Блин, классно. Хороший чехол. Все, cool. Чупсик одобряет. Кучеряшка. Кучеряшка, ты одобряешь нашу покупку? У меня даже носки в цвет чупсика. Все в цвет чупсика. Ребята, у нас очень хорошая новость. Честно говоря, я уже думала, что нам откажут, что у нас этого не будет, но в итоге все удалось. Сашка, расскажи. Есть сталый побыт. Ура! Правда, не так получилось, как ожидалось. Угу. Потому что никто сообщать о том, что есть децизия, не собирался. Я не знаю, может, это как-то что-то поменялось сейчас, и ты сам должен узнавать. Вообще-то мы очень долго ждали эту децизию. Я ждал звонка изначально, потом уже начал сам как-то пытаться узнать. И когда дозвонился на инфолинию, сказали, да уже готово, 1,5 месяца, наверное. И еще самое интересное, что надо попробовать еще дозвониться на Сначала эту инфолинию. надо Там дозвониться, очереди. узнать, потом дозвониться, записаться, чтобы забрать, а это еще сложнее. Ну, забрать уже не так сложно. Ну да. В общем-то, еще этот дядечка так сказал, у вас 2 новости. Хорошая и плохая. Не, он выдержал паузу, говорит, хорошая и хорошая. И хорошая, и хорошая. И Сашка такой подумал, ну все, наверное, не дали. Ну, потому что все-таки были вот эти вопросики по корням из... Не литовским корням, а польским корням из литовского архива. Вот так правильно было бы сказать. Были вопросики изначально не у нас-то... Понятное дело, не было вопросика, что у Саши есть корни, а с польской стороны вот тут вот в этом ужонде. Ну, в итоге все. И Сашка еще успела записаться на языковой тест на B1. Он сейчас еще потренировался и прошел уже письменный на 100 или устный на 100? Ну, это как бы на слух. На слух, да. Писанный текст и грамматика. Там ну, короче, все 90 плюс. Легко. Ну, разговор и писанину это как бы особо... Ну, можно потренировать, но не сильно. Сашка сильно себе уверена, я тоже уверена в нем. Вот. И еще вчера
чистила телефон и вспомнила, что мы были на концерте в Local. Это такой стендаперский клуб, открытый белорусами. И мы увидели, что туда приезжает Арапетов. И купили билеты и поехали. И у меня даже есть об этом видео. Но это было уже заснято. Когда? Ну, не знаю, Еще вот холодно было. еще Ух холодно ты, сейчас было, было да. холодно неделю назад. Ну, вообще-то это было где-то месяц назад. И я подумала, ну это обязательно надо вставить, потому что я уже тогда планировала вернуться на YouTube, но и поэтому снимала видео. Поэтому сейчас просмотрите нашу поездку, такую однодневную в Варшаву на этот концерт. И так получится вообще, что на этой неделе будет аж 2 видео. У меня слишком много свободного времени, пока я не вышла на работу, поэтому 2 видео будут. Вот. Куча хороших новостей. Нам сообщили хорошие новости, мы вам сообщили хорошие новости. Ну и последнее, я попрошу поставить нам подобайку, он же лайкос, подписаться на нас, если вы еще не подписаны. Ну, а если не хотите, то в другой раз подпишитесь. Да, отписки обычно делают. И что, в другой раз подпишитесь, и лайкос в другой раз уже поставить. Ладно, ничего страшного. Ну и все, до скорой встречи, до воскресенья. Пока. Всем привет! Ребят, посмотрите, какая я загорелая после Мальты. Я, конечно, румянцы нанесла, но я не думала. Но на камере я супер загорела. Тут, наверное, встроенный искусственный интеллект, и он украшает картинку. Он решил добавить мне загар, хотя у нас сейчас 3 градуса. Мы приехали с Мальты, была температура аж 20 градусов, представляете? А сейчас 2 дня прошло, и уже 4 градуса. Почему я включилась? Вот так плохо видно. Мы с Сашкой собираемся на концерт Арапетова. Наверное, кто смотрит Дудя, вы, наверное, видели, он интервью давал Арапет, он такой комик российский. Вот, и нам, так нравится его шоу, у него такие смешные такие у него... Смешные такие у него стендапы. В принципе, нам это, близко, нам нравится. Ну, наверное, больше мне, не то, что Саша. Саша едет, наверное, просто потому, что он тоже посмотрел пару шоу, было смешно. У него шоу вот это смешное, «Книга жалоб». И мы, кстати, на него именно и попадаем. Но он, наверное, не будет снимать. Я так понимаю, он снимает только в Казахстане эти «Книга жалоб». Ну, короче, не знаю. Там сидят люди, смысл этого шоу, там сидят люди и жалуются на какую-то проблему в своей жизни. И все вместе посылают эти проблемы на... Как бы такая терапия. Вот, мы жаловаться не будем, хотя мы подумали, если нас спросят, нам есть на что пожаловаться. Ну, посмотрим, как оно пойдет. Наш дружочек, наш дружочек на своем законном месте. У него там... Он любит вот так вот ехать через перегородку, так сидит. Хотя мы ему там и ближаночку зорганизовали, но он все равно любит вот так в серединке в окошко смотреть, контролировать процесс, так сказать. Как Сашка водит, вдруг неправильно там что-то сделает. В общем, мы сейчас отдаем чупсика и едем. Я, честно говоря, не хотела уже сегодня ехать, потому что воскресенье, завтра на работу. Сейчас уже пол воскресенья прошло. Уже так не хотела, скажи, Сашок. Уже так не хотелось, мы уже хотели отказаться от билетов, но потом увидели, что бесплатный отказ от билетов за 24 часа. Но мы решили, деньги же уже уплачены, может, все будет нормально и классно. Если бы это в субботу было, вообще мы уже покупали, сами думали. И сам концерт вообще в понедельник, в 7 вечера. Не, это вообще от работы отказываться, конечно, не захотелось ради концерта. Поэтому, я говорила, мы на шоу едем... Книга жалоб. Пока едем, поснимаю вам немножко Лоди. Вот так. Мы тут где-то недалеко жили. Не где-то, а вот прямо тут вот за поворотом так вот поворачиваешь. И вот там мы жили раньше. Лодь, она вот такая, она разная, она строится. И уже 500 тысяч раз говорила, что да, есть старые вот такие здания. Через 4 но люди там и живут, направо. и выглядит все равно это красиво, когда это отреставрировано. Как всегда, ни одного места парковочного. А я не знаю, знали вы или нет, но по выходным в центре города паркинг бесплатный. Ой. Вот.
Ну вот, видите, есть такие дома, где они, Поверните кажется, направо. немножко такие обшарпанные, обрисовано все. На самом деле здесь очень безопасно, все тут нормально. Ну, конечно, кажется со стороны, что вот эти дома, из-за вот таких обшарпанных домов, кажется, что здесь небезопасно или еще что-то. О, рассказываю про безопасность. Машина стоит, взорванная какая-то. Но я не знаю, я ходила и после работы, и в 9 вечера, и в 10 вечера по самому не очень такому району, как считается тут в Лодзи. Со мной никогда ничего не случалось. И я ходила 2 года, и все было нормально. Я, честно говоря, никогда не встречалась с каким-то криминалом здесь. Но ходят всякие слухи об этом городе. Мне кажется, это раньше так было. Вот сейчас мы уже подъезжаем ближе к центру, и видно, что уже более интереснее дома тут строятся. Зато народ... вот, например, вот это называется каменицы. Вот такие. Вот в таких домах живут. Ну, извините, это пол Европы. Мы с Сашей много где были и видели таких домов дофига и дрожки, как говорится. А еще вот Саша вот здесь учился на право езды. Получал здесь права свои. Вот это аптека. Вот уже мы прямо Петраковская. Петраковская тут самая длинная улица. Мы когда здесь жили, вот близко к этой Петраковской, это было идеально, конечно. Тут все, и автобусы, и трамваи ездят, тут удобно, тут аптеки, тут рынки, тут поликлиники, 2 классных, тут и работа была моя недалеко, и центр классный, Петраковская, собственно говоря, под боком, было классно, но дороже тут снимать было квартиру, поэтому мы сейчас живем на Обывательской, и слава богу, у нас есть машина, можно много куда добраться. Но пока не было машины, ну что, приходилось как-то выкручиваться. Вот сейчас мы, кстати, едем, отъехали немножко от Петраковской. Смотрите, сколько стоматологий. Вот написано реклама стоматологии. Стоматологии дофига и трошки. Вот все говорят, что в Лодзи очень много стоматологий. Мне кажется, вообще в больших городах много стоматологий. Вот за этой стеной там тоже стройки идут. Стройки тут идут, постоянно ведутся. Вот что еще хотела. Кстати, красивый. Тоже такое красивое оседле. Тоже зеленушка. У нас, к сожалению, зеленушки, конечно, нету. Красные опять. Я уже 1000 раз говорила. Мне кажется... то есть, мне кажется, мы с Сашей это проверяли, смотрели, что здесь пока что из Польши самая дешевая недвижимость. А в Польше очень дорогая недвижимость. Поэтому вообще, кто успел, тот успел. Кто успевает, тот вообще молодцы. Мы, конечно, нам еще очень далеко, чтобы купить свою недвижимость. Мы в процессе, ребята, в процессе, как и все. Вот такие дела. Ну вот так вот выглядит же красиво, так вот по-свойски. Ну, мы уже полюбили Лодзь. У нас тут друзья, у нас здесь работа, у нас здесь грумер. Мы уже знаем, где чинить машины. Мы уже все знаем в Лодзи. Ну, не все, что нам нужно, мы уже знаем в Лодзи. Где ужонды, самое главное для вот чужеземцев. Мы это вот все знаем. Вот сейчас мы к галерее Лодзь. Вот, галерея Лодзка. Подъезжаем тоже. Она такая большая, туда вглубь идет дальше. Короче, вообще, можно сказать, сделала... Если хотели приехать в Лодзь, пол Лодзи вы уже увидели. Я вам сделала экскурсию. Вот в этом офисе, на каком-то там последних этажах, нам когда-то делали карту побыта. Дамочки... В итоге этим дамочкам помог Саша нас записать. Они не могли нас записать полгода, но офис классно. То есть мы сами записались, они спросили, а как? А подскажите, чтобы мы знали. И в итоге Саша им еще подсказывал, как нужно записывать клиента. Они, как бы по документам все классно, Да. но вот по записи они нам не помогли. Вообще. Это было важнее. Но это было важнее, понятное дело. И они вот где-то там на последних этажах, все так круто, Фанни Леганска, офис и так далее. Но, к сожалению, вот так вот. Не смогли они нас записать, они полгода нас записывали. Но спасибо, Саша, он нас сумел записать. Так, нам ехать. Сколько? 5 минут еще до Катюхи. А, еще здесь сегодня было все перекрыто. И бегали. До 3 вроде было. Может, Может, уже все убирают.
Ну, может. Ну, вот это центр, вот Марафон, это костел. 0 градусов. Да. Ну, да, мы еще такие думаем, нафига в 0 градусов людей заставлять Это запланировано было бегать? за год уже. Дата. Поэтому. Ты бы побежал? Мне кажется, чупсик нет. Там в пакете его игрушки. Вот мы прямо вообще в самом сердушке Лодзи едем. Это, я не знаю, это, наверное, Петраковская она называется. Но это вот недалеко от Петраковской. Но это вот прямо центр-центр, старый центр. Тоже вот смотрите, ну он такой, я не знаю, ну миленький такой городок. Ну, Саша смеется, потому что я вот еду. Нам тут не нравится, конечно. Ну, мы Ну мы понимаем привыкли. немножко. Да. Если бы у нас стояла цель жить максимально дешево, мы бы Да. купили тут что-то, наверное, скорее и жили бы дальше. Тем Ну более, да. ну тут перспективы-то есть. Откроется новый этот вроде аэропорт, вроде уже Да. подтверждены планы. Там, Представляете? Варшава и Лодзи, какой-то крупнейший в Польше. Офигеть. Это вот только представьте, когда откроется тут аэропорт, то, мне кажется, тут, ну, выше станут цены, нет, на недвижимость. Ну, понятно, я не знаю, кто покупает вот в таких каменицах. Ну, может, кто-то и покупает. Ну, может, там... Я знаю, что каменицы много вот реставрируют. Тут, например, тоже реставрация. Видно, что из многих камениц люди выезжают, и там вообще ломают эти дома. Прямо вот, ну, там видно на других улицах. И тоже видно, что как бы работа идет. Но мы... ну, мне кажется... Мне не кажется, у нас в планах переезд. Все-таки он есть. Вот это вообще пустое здание. Мне кажется, это какая-то фабрика бывшая. Но я не уверена. Я говорю, но я не уверена в этом. Мы вот прямо в центре. Кстати, недалеко вот здесь моя работа. Кочки. Вот такой домик есть тоже. Вот остановился на том, что мы бы хотели переехать, и мы планируем переехать. Нам нужно закончить пару дел в этом городе. Но все равно Лодзь останется в сердушке. Как я говорю, что таких домов много в Европе. Ну, короче, Лодзь вызывает такие двойные такие ощущения. И кто-то ее любит, обожает, кто-то ее терпит. Мы любим и терпим. Вот так. Мы где-то посерединочке. Посмотрите, приехали, и нету места. Вот сейчас надо Катю ждать. Все, мы приехали, сейчас будем отдавать чупсик. Господи, как я обожаю камеру заднего вида. Благодаря ей, конечно, на Ре и едем. Камера, конечно, офигенская. Хотя я вообще просто восхищаюсь людьми, которые умеют это делать без камеры по этим зеркалам. Мне кажется, это такая редкость. Сейчас уже как будто так никто не умеет. Мы добрались. Я не верю, Сашка, ты. Ребята, мы, блин, просто Первый раз. офигели. Второй, ну, по сути, Где? нормально первый раз. Вот Кто живет в Варшаве? Где вы тут оставляете машины? Мы, не знаю, на какой мы улице. На Кошиковой. На Кошиковой минут 15, какой-то. может, идти. Сейчас На какой-то посмотрим. Кошиковой. И мы были там вот ближе, где вот всякие офисы, вот всякое такое. Столько парковочных мест. Ну, все заполнено. Хотя сегодня воскресенье, вечер. У нас в Лодзе воскресенье вечер, куча свободных мест. 10 минут пешком вообще нормально. 10 минут пешком. Мы еще И мы нормально. стоим передом, куда нам потом возвращаться. А еще, ну мы, конечно, в шоке. Тут, не знаю, 4 полосы, и это не трасса, а просто по улице едем. У нас там только пару мест, где 4 полосы, скажи. А еще столько развилок. Ну, короче, у меня стрессик. Я получила стрессик, а ты? Ну, Ну, Саша, как всегда, спокойно, как удав. Но мне было сложновато, конечно. А тебе? ну, чуть-чуть было стрессово. Ну, не что стрессово. Развязки какие-то были сложные, с временной разметкой. И там реально 3 полосы нарисовали, а узкие-узкие. И там, по сути, ну, это были 2 полосы, наверное, а сделали 3. Ну, и все равно машины не помещаются. Ну, как-то вот приходилось. Короче, манипуляции проводили тут машинные. Но это так, еще одна галочка в наш с тобой, не знаю, водительский трип.
Можно так сказать? Опыт. Но у нас уже опыт, ну реально, это водительский трип наш. Мы ехали по трассе. Это вообще не такая трасса, как мы ехали в как этот город? Катовице. В Катовице там вообще изи-пизи. Туда никто не едет. Кроме этих фур, которые там, знаете, фуры, бедронки, посылки везут, туда никто не едет. А в Варшаву все прутся. Конечно, это... Короче, интересный опыт. Ребята, мы на месте. Это, короче, клуб белорусский. Ладно, мы потом больше расскажем. Тут много людей, я стесняюсь. Вот такой небольшой зал. Мы уже тут уселись сбоку. Там еще много мест. Ждем концерт. Забыла предупредить, что можно сам уже рассказывать. Мы снимаем это на бусте. Побыли мы у Арапетова и заехали в Макдональдс. Заказали. Второй. Потому что в первом был миллиард людей и нет Да. парковочных мест. Там что жестко было. Мы выехали, еле выехали оттуда. Там не было ни одного парковочного места. Мы заказали себе, заехали во второй, заказали себе. Тут палочками есть. Это палочка или вилка? Интересно. Кофе. У меня латте, Саша капучино. И вот эти очень вкусные салаты. Ну, мы еще их не ели никогда. Салаты с курицей. В Макдональдсе отзывы прям потрясающие. Говорят, что это очень вкусно. Мы еще и соус взяли винегретный. Почему так долго нам делать? Ну, вот салат просто достать наложи. из холодильника. А, и все, такой кусок курицы. Не, вообще красиво, посмотрите, сколько сыра. Ну и Тут вот сухарики. два вида. А, ну нормально. Ну, Курица в сухарях. Мне нравится, что тут, смотри, помидорки. Ну, помидорки не черри, конечно. ну, Нормально. ну, Так она мне дорезала. Ну, интересно.